Итак, ребята, всем здорово. Сегодня у нас на обзоре будет вот такой вот триммер Braun. Типа немецкий. Ну, хотя вот тут вот написано, что это немецкий. Ну что, погнали посмотрим, что это такое. Итак, сразу хочу оговориться, я сейчас снимаю на телефон, без какого-либо дополнительного микрофона, поэтому звук может немножко хромать. Но я попробую потом в процессе монтажа это непосредственно все немножко подкорректировать. Сделал себе вот такой небольшой вот столик. Надеюсь, света хватает, освещение с ним тоже все хорошо вроде как. Итак, поехали. Значит, у нас есть вот такой вот триммер для ухода за волосьями, вообще где только можно, из 10 насадок. И само устройство, оно типа как влагонепроницаемое. Так, что у нас указано на коробке? Как бы так бы объяснить? Наверное, вот так вот, да, сделаем. Итак, подождите, а есть что-то на русском? Не вижу. Ну да ладно, смотрите, значит, у нас есть для щетины насадки, есть для бороды, ну, для средней бороды, я так понимаю, для жесткой бороды. Есть контурная насадка. Две контурные насадки у нас есть, смотрите. И также в комплекте идет бритва. И как раз таки вот для стрижки волос. Для равнения стрижки волос. Это для ухода за волосьями в ушах и носу. А это насадка у нас для тела. Ну, для тела, сами понимаете, там подмышки, там все остальное. Блин, вот свет как-то вот жестко начинает падать, странно. Так, ну ладно. Посмотрим. Прям солнышко, прям в глазик светит. Я думаю, это не повлияет на качество записи у нас. Ладно, я тут не вскрыл пломбу, просто чтобы посмотреть при приемке товара, что там все хорошо, поэтому погнали. Размеры. Размеры коробки. Будем использовать вот такой вот метр. Дешевенький, правда, но более или менее точный. Итак, значит, ширина коробки у нас 22,5 миллиметра. То есть, да, ширина. Высота коробки у нас получается 22 миллиметра. И толщина ее миллиметра. Господи, сантиметров. Заговариваюсь уже. И получается, что это у нас было? Это у нас была ширина, это у нас была высота. Нет, это у нас была длина. Да? Ну да, получается, что была длина. Сколько у нас длина еще раз была? У нас была длина 22 сантиметра. Миллиметра, заговариваться начал. И как раз таки высота получается 6. Ну ладно, не суть важно. В общем, примерно габариты понятны. Дальше будем использовать метр, чтобы примерно понимать, какой у нас высоты, длины это все дело находится. Так, смотрим. У нас упакована это вот та самая пломба, которая была вот в этом месте. Я ее содрал, просто сюда приклеил и все. Дальше я не залазил, то есть я это все дело не вынимал. Сейчас вот вот в коробке больше ничего нет, существует вот такая картоночка незатейливая. Здесь у нас идет паспорт. Здесь у нас идет вот та самая насадка для тела. Давайте вот так вот выкладывать. Так, еще это насадка, я так понимаю, для носа. Сейчас мы разбираться будем, что к чему у нас. Для носа, бороды и всего остального. Какая-то еще штука. Еще какая-то штука. Еще одна насадка. Блок питания идет в наборе. Сейчас мы посмотрим, что это такое. У нас еще есть вот такие. Ох ты, сколько тут всего-то. Бритва. Бритва Gillette. Ладно. Так, ну и непосредственно сам виновник торжества. Сам триммер. Все, в коробке больше ничего нет. Пусто. Ее можно выбросить. Ой, как жестко упало все. Итак, давайте распакуем, посмотрим. Странно, вот с этой стороны пакетик запаян, а здесь нету ничего. Ничего не запаяно. Ну, в принципе, обычный станок. Вот.
Так он не плавает, он только так плавает. Механизм вот здесь вот качение. Кстати говоря, наверное, обзор на эту бритву никто не делал, хотя бы кто знает. Так. Вот как это делается. Вот сюда надо нажимать. Просто у меня именно такой бритвы не было. У меня Gillette Mach 3, я ей пользуюсь. А здесь у нас больше лезвий. Ну, в принципе, массивная такая ручка. Не, прикольная, кстати говоря, ручка, могу сказать. Так. То есть у нас вот механизм качения вот такой вот идет. И вот здесь непосредственно вот так плавает. Ну, блин, ладно. Окей, так, можно как-то обратно аккуратненько ее всунуть. Пусть пока. К ней придет еще у нее, так сказать, час для использования. Кстати говоря, давайте, ну, стандартная ручка, я думаю. 12,5 сантиметров. Ну, стандартная такая ручка для, ну, обычная бритва. Так, что у нас идет? У нас идет блок питания. Блок питания. Так, ну, выколупывайся. Давай, выковыривайся. Ага. Так, блок питания с вот таким вот разъемом. Я надеюсь, видно, да? Давайте, наверное, вот так вот буду показывать. Вот такой вот разъем. Так, и я так подозреваю. Так, а у нас есть инструкция пользования на русском? Польский. Какой-то там. Вот, смотрите. Есть на русском. Это болгар. Что, болгарский? Что? Почему, подождите, почему болгарский? Это же русский. Алло. Вы что? Не. Описание. Не, это чего? Вот русский, да. Что-то читать начал. Вроде буквы знакомые, а слова непонятные. Да, есть на русском. Смотрите, значит, изделие можно промывать проточной водой. Соедините изделие от электропитания перед тем, как промыть его проточной водой. В общем, эту штуку можно мыть. Эта штука не боится влаги. Ну, паспорт как паспорт, ничего тут такого нет. Тоже его убираем подальше. Значит, что мы тут? Видите, такое? Что высыпалось с него? Это чего такое? Слушайте, это, по-моему, как раз таки чехольчик. Ну, блин, вот к такому устройству, конечно, мягкий чехольчик, если это чехольчик. Давайте посмотрим. Да, это чехольчик для хранения. Ну, материал... Блин, как он шуршит. Материал довольно странный. Смотрите, даже вот просвечивается. Ну, я не знаю, вам будет видно, не будет, но он просвечивается даже. Ну, в принципе, посмотрим, как это все будет выглядеть. Значит, сам чехол у нас размерами. Давайте сейчас посмотрим, сколько. 26,5 сантиметров на 15 сантиметров. Ну, в принципе, нормальный такой чехол. Почему нет? Для хранения, чтобы ничего не потерялось, нормально. Так, вот это что-то... Ребята, это док-станция. Да. Вот сюда, я так понимаю, вставляется провод. Это чтобы в ванне, грубо говоря, вот эта штука стояла. И стояла на зарядке. Да, вот так вставляется провод. Прорезиненные ножки здесь вот есть. Ну, кстати говоря, не скользит. Но она довольно легкая. У меня сейчас весов под рукой нет, но она примерно где-то, не знаю, может быть грамм 20, наверное. Ну, в принципе, держится и держится. Так, само устройство пока отложим. Давайте распакуем насадки, посмотрим, что у нас тут есть. Сейчас мы это все дело... Я сразу просто хочу из пакетика все вытащить. Блин, как шумит все жестко. Так. Что у нас здесь есть? Смотрите, у нас есть так называемая насадка для тела, которая... вот те, кто боятся насчет того, что можно вот этой штукой чего-то себе повредить. Смотрите, даже есть масло. В механизм уже предварительно помещено масло.
чтобы не загубить механизм зря. Да, вот это вот получается у нас подвижная часть. Так, а у нас есть вообще питание здесь? Как это снять? Я так понимаю, надо нажать. Ага, вот как она снимается. А это как снимается? Это что же надо как-то снять? Наверное, вот так вот. Да, во, все, я разобрался. Смотрите, надевает так. Есть у нас питание? Нет? Нет, питания у нас сейчас здесь нет. Блин, жалко, надо было. В общем, суть в чем? Одевается это дело по направляющим. Вот они, направляющие. Вот таким вот образом оно одевается. Ага. И вот таким вот образом, в общем, вот эта вот часть у нас стрижет, а вот эта часть у нас бреет. И потом можно это все дело мыть. Снимается оно просто, просто надо вынуть. То есть нету никаких фиксаторов. Ну, довольно плотно, кстати говоря, садится и защелкивается. А дальше просто-напросто нужно вот так вот вынуть. Вот есть упор. Так, а в этой насадке, которая была, был упор? Нет, в этой насадке, которая здесь была, упора не было. Но, в принципе, тут ошибиться довольно трудно. Так. Далее. Значит, это у нас насадка для тела. Это у нас обычные ножи для стрижек. Далее. У нас есть вот такие насадки, значит, для контуров. Вот это у нас, получается, стрижет. Насадочка, вот ее видно, да? Эта насадка у нас получается для бритья. То есть, чтобы щетину снять вот в определенных местах довольно хорошо. Слушайте, а что, получается, вот этим можно бриться? Ну, получается, да? Ну, да ладно, посмотрим потом, потестируем. Так, это у нас одна насадка, вторая, третья. С этим мы разобрались. Давайте пока сделаем вот так. Блин, камеру шатаю. Так, дальше. Вот эта насадка, она как раз таки для бритья волосьев в ушах и носе. Ну, довольно качественно на самом деле сделано. Так, видно? Вот я вот смотрю. Сейчас. Вот она. Да, видно. Довольно-таки с определенной какой-то формой. Ну да ладно. Так, дальше. Так, а в чем разница между этими? Размер. Так, видимо, тут написано. Вот это двоечка размер. Это вообще однерочка. Одевается это дело вот так вот сюда. То есть не наверх вот на эти пазы, а просто вот таким вот образом вот сюда. То есть это прям вот на лысо, можно так сказать. Это вот с щетиной, так сказать, да? Да. То есть 2 миллиметра получается у нас между вот этим вот краем и ножами. Дальше у нас по размерам идет следующие две насадки. Вот, смотрите. Вот, значит, у нас есть 1, есть 2. И здесь от 3 до 11 миллиметров. Одевается эта штука как-то вот так вот. Да. И вот этой вот штуковиной уже фиксируется. А здесь вот идет выбор. То есть мы вот нажали сюда. И, кстати говоря, фиксируется довольно хорошо. То есть я вот довольно с усилием сейчас произвожу качение. Ага, вот она щелкнулась. Но мне прям усилие надо было сейчас сделать. То есть вот когда вот здесь вот... Во! Не, ну это... Как говорится, дай дураку стеклянное изделие, он и изделие разобьет. И предмет обожания попортит. Ага, а это оказывается, значит, не обязательно нам использовать док-станцию. Понятно, вот. Значит, что, у нас получается две насадки именно для стрижки волос. Ну, прикольно, теперь никакой коронавирус нам не страшен. У нас будет машинка, будем себя стричь. И, кстати говоря, это не машинка для стрижки волос, я еще раз говорю, это именно триммер. То есть здесь, грубо говоря, на все случаи
жизни. Триммер, правильно что я называю? Да, вроде правильно. А уникальная особенность вот этой штуки в чем? Во-первых, она работает от аккумулятора. Второе, ее можно мыть под водой. То есть, если там пена куда-то попала, что-то заморалось, испортилось, можно прям под краном ее вымыть. Я думаю, с ней ничего не будет. Немцы ж не будут всякую фигню делать, правильно? И третий момент. Ножи. Вот эти ножи, немцы, в общем, что говорят? Они говорят, что... Так, как там? Сюда снять? Вот так снять, да. А немцы что говорят? Что вот эти ножи, они из какой-то там стали сделаны. Они самозатачивающиеся. И по большому счету срок службы этих ножей в районе 5-8 лет. А гарантийный срок службы самой машинки это 3 года. Ну, я думаю, 3 года это если ее прям вот брать, насиловать. В руке лежит довольно удобно. Даже если как-то вот так ее брать, я не знаю. Ну, в принципе, довольно удобно лежит в руке. Лапища у меня здоровая. Давайте замерим саму машинку. Сама машинка у нас по длине 16 сантиметров. Да, не миллиметров, сантиметров. И по ширине, ну, примерно где-то плюс-минус килограмм. Штангель циркуля у меня нету. Ну, примерно где-то 4 сантиметра. 4, 4,2, вот так вот. В принципе, на этом все. В общем, ребят, смотрите сами. Еще щеточка есть, щеточка, чтобы почистить что-то там. В принципе, на этом все. Ребят, смотрите сами. Устройство, в принципе, советую купить. Стоит сейчас на рынке оно в районе 6000 рублей. Я его приобретал в ДНС. ДНС мне не платит за эту рекламу, даже не думайте. Просто вот решил вот так вот себе взять. Да, даже здесь вот указано, смотрите, что можно это дело мочить, купать. На этом все, в принципе. Читайте отзывы, смотрите, чего к чему. Запускать я ее буду чуть позже. Ну, блин, вот то, что она разряжена, мне это прям, не по душе. Я бы хотел ей попользоваться сейчас. Может, надо подержать просто? Нет, не подержать. Ну, ладно. Все, на этом все. С вами был Валта. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты и смотрите обзоры, которые я снимал ранее. Также советуйте мой канал своим друзьям. Все, ребята, всем пока. До новых встреч. Так. Полная зарядка 1 час. Составляет 100 минут работы. Так. И что, чистка, утилизация. Так, нашел. Все, О. Волос на теле. Так. Чудесно. Ну-ка. Ай, яйка. Ай, нахер.